Друзья, всем привет! Возможно, в 2025 году украинских беженцев, которые не работают, а получают денежное пособие Бюргергельд, для них что-то изменится. И изменения это будут происходить не в лучшую сторону. Если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца, друзья. И я в нем с вами поделюсь в этом видео, какие дискуссии сейчас в немецком обществе преобладают касаемо украинских беженцев и денежного пособия, которое они получают Бюргергельд на территории Германии. И касается в большинстве случаев эта информация, эти дискуссии тех, кто не работает, кто сидит на пособии. Итак, ЦДУ выступает за отмену выплат украинским беженцам. Это первая, скажем так, тема, которая очень актуальна сейчас, значит, обсуждается. Значит, хотят, я уже рассказывал в своих недавних видео, еще раз повторюсь, хотят отменить денежное пособие Бюргергельд для украинцев, значит, и дать им пособие, которое получают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. Что касается суммы, то это пособие на примерно 100 евро меньше, чем денежное пособие Бюргергельд. Но тут важна юридическая составляющая, потому что Бюргергельд получают граждане Германии, значит, и хотят их перевести, значит, чтобы они получали денежное пособие, которое получают беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. Это первое. Вторая тема — это украинские беженцы мужского пола, мобилизационного возраста, которые тоже безработные, которые тоже получают денежное пособие Бюргергельд. Так вот, хотят сделать так, чтобы им полностью убрать денежное пособие Бюргергельд, не давать вообще никаких пособий, никаких социальных льгот на территории Германии и плавно им намекнуть и рассказать, что у них есть обязанность конституционная по Конституции Украины служить в украинской армии. Их заставить, конечно же, силой выгнать не могут в Украину, депортировать их не могут на том основании, что они, значит, не идут служить. Поэтому обсуждается так, чтобы, значит, полностью их обрезать от финансов, чтобы они никак не могли жить, скажем так, да. Значит, и, соответственно, думают так немецкие политики, которые вот сейчас это все обсуждают, что они добровольно будут вынуждены будут покинуть территорию Германии и поедут в Украину. И там, соответственно, пополнят ряды ВСУ. Но я думаю, что это мнение ошибочное, потому что я с украинцами разговариваю, и многие мне говорят, ни за какие ковришки я туда не вернусь, даже мне будут миллион предлагать, я не вернусь туда. Значит, люди прекрасно понимают, адекватные, и многие даже говорят, даже если меня всего лишат, я буду просто бомжевать, но я буду бомжевать в Европе. Но я в Украину не вернусь ни за какие деньги, потому что даже несмотря на то, что у него там и недвижимость и так далее. Все прекрасно понимают. Ну, немецкие политики какое-то имеют, наверное, свое мнение по этому вопросу. Это вторая тема. И третья тема, опять же, касается безработных украинских беженцев. Что хотят сделать? Сейчас мы знаем с вами о том, что дыра в федеральном бюджете примерно в размере 26 миллиардов евро. Она с 2024 года перенеслась на 2025 год. Ее надо закрывать, эту дыру, как-то залатывать. Да? И, соответственно, везде думают, как бы сократить какую программу. И это сейчас обсуждение номер 3. И касается она тоже украинских беженцев, которые получают денежное пособие Бюргергельд, не работают, но живут в частных домах, за которые оплачивает им Джоб-центр. Зачем такие огромные деньги тратятся на комфорт этих людей? Если есть беженцы из стран Африки и Ближнего Востока, которые проживают в распределительных центрах и в общежитиях, и они там живут годами. Почему дали такую привилегию гражданам Украины? И это не мои слова. Об этом говорят немецкие политики. И что они хотят сделать? Давайте мы урежем им полностью эти арендные платы, мы не будем платить, мы построим для них новые распределительные центры и всех этих безработных украинцев переселим туда.
И нам это будет обходиться в разы дешевле, чем мы будем платить частную аренду, размер частной аренды, рыночной причем платит Джоб-центр, да, за проживание украинских семей в этих частных домах. И самое главное, тут еще, скажем так, важная деталь в том заключается, что на такие действия есть огромный запрос немецкого общества, потому что немцы, граждане Германии, они реально видят в этом несправедливость, и они не понимают, почему гражданам Украины дали такие социальные права. Точно такие, которые получают граждане Германии, которые по 20, по 30 лет отработали, приносили пользу своим трудом в экономику Германии, вкладывали, и они такие права имеют. Почему гражданам чужой страны, которые ни дня не работали, а некоторые даже не знают, где на политической карте мира находится Германия, они приехали в Германию, да, и им дали такие социальные права. И это считают несправедливостью. Проводилось исследование немецкими экспертами, и 65% граждан Германии высказали именно, что это является несправедливым, и они ждут от федерального правительства кардинальные изменения по этому вопросу. И поэтому вот эти диалоги, вот эти вопросы поднимаются публично. И сейчас начинаются конкретные обсуждения. То есть будет создана, скорее всего, коалиция, как планирует Мерц, до Пасхи, да, подписано коалиционное соглашение. И, скорее всего, после Пасхи начнутся конкретные уже предложения. И, возможно, вот эти все дебаты и дискуссии, они будут изложены в какие-то проекты нормативных документов. Касаться будет украинских беженцев. Вот такая, друзья, ситуация. Поэтому я думаю, что, скорее всего, на 100% будут какие-то изменения, но в каком виде мы еще не знаем. Но я думаю, что денежное пособие Бюргергельд однозначно будет пересмотрено в 2025 году. Коснется это старых украинских беженцев, которые еще до этого года получили, не знаю, но новых это 100% коснется. Вот, по поводу жилья тоже. То есть сейчас ведутся дискуссии об этом. Друзья, что думаете вы по этой теме? Вот справедливо ли будет по отношению к гражданам Украины, которые имеют тоже свои проблемы, да, и имеют проблемы огромные, и с властью, с украинской имеют проблемы, потому что там нарушаются права человека и так далее, да, которые убежали от войны, спасли свое здоровье, спасли своих детей, приехали, Германия им открыла двери, дала им социальные права, и сейчас эти социальные права у людей забрать. Как вы считаете, справедливо это будет или нет? И вообще, что вы думаете по этой теме? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях.